Доброго дня. Меня зовут Ремаков Сергей. Я практикующий психолог, исследователь, поэт, автор и разработчик природно-ориентированной психологии и психотерапии. Если хотите узнать подробнее, что это такое, в описании к видео есть ссылка. Обязательно переходите и посмотрите. А сегодня я хочу более подробно рассказать, зачем я нахожусь в профессии и как вообще в нее попал. Наверное, вокруг вообще любой профессии есть мифы и стереотипы по поводу того, кто становится ее представителями. Ну, вокруг психологии таких мифов точно целый тонн. А поскольку я это не какие-то все психологи и не поддерживаю чужие иллюзии, то разговор будет именно обо мне. Я бы мог рассказать какую-нибудь душещипательную историю о тяжелом детстве, там, травмах и испытаниях, которые привели меня в психологию, чтобы решить свои проблемы. Но это вообще не про меня и совершенно не мой вариант. Или вот мог бы придумать историю о том, что с детства, мол, мечтал помогать людям, и когда стал старше, то понял, как могу это делать, и выбрал психологию. И это было бы каким-то клишированным враньем, которое ко мне не относится. Так что же тогда про меня? Что относится ко мне? Начну с того, что вообще в целом являюсь противником такого мессианства и представления, что человек рожден лишь для какой-то одной деятельности. Поэтому, сложись пару случайностей иначе, даже не сомневаюсь, что замечательно проявил бы себя в любой другой сфере, в какой получил бы профильное образование. Получение знаний и их применение зависит от генетики, которая дает человеку тот или иной потенциал в виде способностей, ну и ограничений тоже. Да, вот я точно не мог бы стать математиком или химиком, генетика не дала мне соответствующих потенциалов. Ну вот юристом, историком, актером, социологом, дипломатом, да и много еще кем я мог бы стать запросто и развиваться там ровно так же, как я это делаю в практической психологии и психотерапии. Потому что таланты становятся навыком через специфическую деятельность, ну, то есть, и проще говоря, через практику. Так вот, само мое поступление на факультет психологии, а это мое единственное высшее образование, было случайностью, как и многое, практически все в 16 лет, и стечением удобных обстоятельств. Но это образование. Его много кто получает случайно. А вот что касается именно профессии, в которой я с 2007 года, то сначала я действовал по принципу «делай то, что умеешь, чему тебя учили». И быстро обнаружилось, что у меня хорошо получается делать то, чему меня учили. Но самое интересное было, конечно же, дальше. Дальше у меня начали появляться вопросы к профессии, на которые никто мне не мог дать ответ, кроме меня самого. И вот тогда-то сработали мои основные таланты. Критичность мышления, системность мышления и, наверное, главный талант — воображение. Все это вместе, ну, я так называю, исследовательский интерес. Ну, к себе и к миру добавлю еще. Мне было непонятно, почему психотерапия вот такая, неудобная, устаревшая, примитивно-вопросно-ответная, почему она должна длиться годами, почему она основана на философии, теориях и как будто специально игнорирует физическую реальность, почему центральной фигурой является при любых раскладах специалист. И я понял, что психотерапия вот такая, потому что психологи просто молчаливо соглашаются с некими правилами игры и ничего не хотят менять. Они, решил я, довольны положением дел, довольны своей властью, реализуемой через контроль, но я-то довольным не был. Мне не нужна власть и контроль над людьми. И в этот момент и сформировалось мое понимание профессии. Через практику я пришел к выводу, что психотерапия — это не только разговоры, но главным образом действия, что это не философия и теории, а физика и реальность, что психологическая помощь может иметь множество форматов, одним из которых обязательно должна быть самопомощь. Ровно потому, что психика — это часть тела, часть реальности. Она есть у каждого, и научиться осуществлять некоторую коррекцию и профилактику может каждый. А в основе должен лежать тот самый исследовательский интерес. Интерес прежде всего к себе и к пространству, в котором живешь.
Именно это понимание привело меня в итоге к созданию той самой природно-ориентированной психологии и психотерапии. О подробностях создания, которые я уже рассказывал, посмотрите это видео. Именно это понимание я реализую, работая с каждым человеком, который ко мне обращается. Я не лечу себя через других и не почесываю свое эго, наоборот. Я выступаю в фоновой роли функции с целью дать каждому возможность научиться лучше понимать себя через прямой исследовательский процесс и научиться настраивать себя при помощи эффективных инструментов. Потому что вот в моем понимании иного способа стать более здоровым и избавиться от кучи внешних и внутренних иллюзий, кроме как исследовательский процесс, попросту нет. Здоровая психотерапия – это не попытка запихнуть любого человека в стандарты и термины теории какого-то там автора, а феноменология, то есть уникальная личная история. Для исследования такой истории теории вообще не нужны. В этом исследовании объяснений заранее или ответов для всех не бывает, что позволяет отказаться от популизма в стиле «мужчины должны вести себя вот так, а женщины должны себя вести вот эдак». Жизнь – это хаос, и мне нравится учить и учиться в этом хаосе быть и расслабляться в нем. Это эффективнее и приятнее, нежели прилагать бесплодные усилия к контролю и попыткам объяснения того, что невозможно контролировать и у чего нет универсальных объяснений. В хаосе тоже возможна опора. На что? На знания, которые он, этот самый хаос, позволяет о себе получить. Поэтому в своей работе я обращаюсь к физике, к физиологии, анатомии, к экономике, политике, социологии, социальной психологии, а не к выдумкам философов или теориям психологов. И вот если вы похожи на меня, если вам уже близко мое понимание, или вам хотя бы просто интересно сравнить его со своим, обращайтесь ко мне, выходите на связь, задавайте вопросы и пообщаемся. Кстати, как пример, самое вот мое свежее действие в направлении реализации моего понимания профессии – это запуск 13 онлайн-программ психологической самопомощи. Можете с ними ознакомиться по ссылкам в описании. И вот на этой ноте будем сегодняшний разговор завершать. Я благодарю всех, кто досмотрел это видео до конца, и напомню, что если вам необходима психологическая помощь, обращайтесь. У меня обширный опыт успешной работы с самыми разнообразными психологическими проблематиками. А под этим видео вы найдете несколько полезных ссылок обо мне. А я желаю вам всего наилучшего и говорю до встречи!